Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как сделать вот такой шикарный декоративный фонарь под бронзу из картона. Начнем поделку с изготовления подставки. Вырезаю 2 квадрата со сторонами 14 сантиметров. Склеиваю их друг с другом клеем ПВА. Теперь рисую 2 полосочки длиной 14 сантиметров и шириной 2,5 сантиметра. И 2 полосочки длиной 14,3 сантиметра и шириной 2,5 сантиметра. Это будут ножки фонарика. Мне очень нравятся фонарики с изящными резными ножками. По шаблону обвожу рисунок ножки и вырезаю его. Ссылка на все шаблоны под видео в описании. Приклеиваю термоклеем ножки к основанию фонарика. Вырезаю точно такие же ножки подлиннее, так как мне показались прежние коротковаты. Ну и для крепкости. Получается, длина остается такая же, а ширина увеличивается до 3 сантиметров. Приклеиваю их к старым ножкам. По углам остались щели, но ничего страшного, я потом их заклею. А теперь приступаю к созданию самого фонарика, в смысле его стенок. Вырезаю 4 прямоугольника высотой 20 см и шириной 13 см. Толщина стенки вверху 2 см, по бокам 1,8 см. Из середины прямоугольника делаю декор внутренней части стеночки фонарика. Я решила, что это будут сердечки. Полоса посередине 1 см, а расстояние до сердечка снизу 3,8 см. Вырезаю их и приклеиваю в середину стеночки. Можно было бы вырезать стенки сразу с сердечком, но мне показалось, что будет сложновато. Склеиваю стенки между собой. Делаю это под прямым углом, чтобы фонарик в будущем не перекосило. В этот раз я придумала вот такое ноу-хау. Ограничитель для свечки, чтобы она не ездила, когда фонарик переносишь или передвигаешь. Измеряю диаметр декоративной свечки, у меня он 7 см, и вырезаю полоску шириной 1,5 см, да так, чтобы ребра жесткости картона были поперек полоски. Это позволяет равномерно согнуть полоску по окружности. Примеряю полоску к свечке и определяю длину. Делаю полоску ажурной. На предварительно нарисованную окружность приклеиваю полосочку. Скручиваю жгутики из салфетки. Обклеиваю подставку салфетками с клеем ПВА. На углы приклеиваю жгутики. Если кому-то лень заморачиваться со жгутиками, то можно приклеить маленькие кусочки палочек от суши или кусочки веточек, подходящие по диаметру. Обклеиваю сам фонарик салфетками. Белые винтажные фонарики я уже делала. Мне захотелось сделать имитацию металлического фонарика под бронзу, поэтому для начала крашу подставку и стенки фонарика изнутри черной краской. Приклеиваю фонарик к подставке.
помощью трафарета и шпатлевки делаю узор на боковых стенках. После высыхания шкурю мелкой шкуркой. Теперь покрываю весь фонарик снаружи черной краской. Первый раз делала из молдов и глины вот такие загогульки. По-моему, получилось неплохо. Украшаю ими нижнюю часть фонарика. Крашу украшение черной краской. С помощью другого молда делаю окантовку на сердечках. Приступаю к созданию крышки фонарика. Вырезаю 2 квадрата со сторонами 13 сантиметров. Склеиваю их между собой. Вырезаю еще 1 квадрат 13 сантиметров. Обклеиваю нижнюю часть крышки салфетками. Вырезаю квадрат 11,8 сантиметров. За счет него крышка будет плотнее садиться. Приклеиваю его. Также обклеиваю салфетками и крашу черной краской. Сверху на крышку приклеиваю куб со сторонами 7 сантиметров и высотой 4,5 сантиметра. Его я не стала клеить, а нашла готовый и подрезала под нужный размер. Крышка у фонарика будет довольно необычная, с вогнутыми сторонами. Делаю эти стороны. По трафарету делаю 4 детали из тонкого картона. Приклеиваю их к кубу. Обклеиваю все салфетками. В творческом порыве забыла сделать еще один выступающий элемент крышки, поэтому нижнюю часть мне пришлось отодрать, так как должен быть еще один элемент больше ширины. Приклеиваю еще 2 квадрата шириной 15 сантиметров. Обклеиваю салфетками. Сверху на крышку приклеиваю квадратик шириной 4,6 см. Также обклеиваю салфетками. Возвращаю на место нижний выступ крышки, отрезанный ранее. Нашла наконечник для карниза, отрезала от него кусочек и приклеила к верхней части крышки. Из молдов делаю сердечки на сторонах крышки. Украшаю подставку фонарика.
Покрываю все черной краской. В наконечнике сделала отверстие и вставляю туда на клей распиленное металлическое кольцо. Покрываю его бронзовой краской. Приделываю замочек и петли из ткани. Приклеиваю декор на верхнюю часть фонарика. Начинаю бронзовить фонарик для придания имитации потертости. По всем выступающим частям прохожусь губочкой с бронзой. Вот такая красота у меня получилась. По-моему, очень даже шикарно. Муж ходил кругами и не мог оторвать глаз. Говорит, что реально ощущение старинного бронзового фонарика. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Кстати, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Буду рада вашим комментариям. Всем пока-пока, всего вам самого доброго и волшебного!